Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в игру Stationers, выживаем на Марсе. У меня немного поменялся формат заставки и формат фона вот на заднем плане. Я снимал игру Many Lords, и у меня комп просто не выдерживает вот эту вот всю видеообработку, поэтому пришлось поменять видеокамеру. Ну и, соответственно, убрать некоторые программы, которые фильтровали изображение. Так что, извините, видно мою квартиру сзади. Мы продолжаем выживать на Марсе. У нас убрался вот урожай. Семечек нет. Семечек нет. Странно. Что такое? Неужели я запустил старую сохранку? Ну-ка. Да нет. Это не старая сохранка, это новая. Сидинг покупает. Хидропоника покупает. Вроде как все должно работать, как работало. Почему у нас семена не получились? Куда они подевались? А что я здесь менял в прошлый раз? Менял местами вот Harvest, пойдет Harvest и Plant. Ходит вот, смотрит, не знает, куда деться. Ну, не знаю. Harvest и Plant я поменял местами, это не должно никак повлиять ни на какую логику. Так что пока что не трогаю это дело. Может, глюкануло в процессе загрузки игры. Что может быть? Поэкспериментируем. Просто поэкспериментируем. Ладно, чем мы занимались? Мы занимались в прошлый раз печкой. Мы забирали с печки давление, откачивали. Сейчас нам надо продолжить этим заниматься. Надо подумать, что с ней делать дальше. Ну что я делаю обычно с печкой, чтобы ее разжечь? Я в нее закидываю одну меру или там 2-3 меры летучих веществ в состоянии льда и закидываю туда оксиды в состоянии льда. Потом нажимаю на розжиг, это все дело запускается и как бы окей. Дальше я, собственно, докидываю, если надо, там кислорода или опять же этих льдов красных. Печка набирает обороты, ну и, собственно, плавит. Все довольны. Что делать теперь, если я не имею оксидов и хочу делать это автоматически? Как разжечь печь? Ну, я думаю, что надо туда положить в печь топливо, добавить его, да, и нажать на розжиг. Ну, то есть, значит, следующим этапом у нас будет добавление топлива. Сейчас я, наверное, поем еще, потому что начнем где-то бегать, и опять начнется беда с едой. Так, что у нас там? По 500. А на самом деле сколько? На самом деле 105, да? Ну, значит, будет здесь на 2. Сейчас мы тогда это быстренько оформим себе. Быстренько пожрем. Кручусь, верчусь. Хотел сказать, с собой возьму, но не возьму.
Так, что мы можем взять полезного? Попить можем, да, полезное. У нас вот есть топливо. Что такое топливо? Это 66% летучих веществ и 33% кислорода. Сейчас я себе запишу, чтобы не смотреть каждый раз на это дело, куда-нибудь в блокнотик. Значит, О2 33%. Ну, там 33,3 получается, да, если точнее. И летучие вещества 66,7. Это идеальное топливо получается, насколько я понял. Вот стало быть, нам надо эту формулу придерживаться. И нам надо его сделать. Что тут есть у нас полезного для изготовления топлива? Ничего. Где-то был регулятор. Ну, насос не надо будет, да? Там где-нибудь точно понадобится. Потом регулятор давления. И мне еще надо будет теплообменник. Мне надо будет сделать, чтобы температура топлива, вернее, температура летучих веществ и температура кислорода были одинаковыми. Тогда меры одинаково будут. Газовый радиатор, сортировщик, дверь, датчики. Это все не то. Вот, кстати, еще одна дверь. Тоже все не то, да? Это что? Вот он, жидкость. Ну это радиатор жидкостный, это немножко тоже не то. Фабрика. Метеостанцию я потом поставлю. Датчик энергии, измельчитель льда. Кондиционер. Короче, здесь ничего нет полезного из того, что мне надо. Дверку можно застакать. Ладно, пойдем тогда туда, где у меня там стойка в фильтрате. Очиститель, цистерна, радиаторы. Смеситель. Смеситель мне, да, понадобится. Пока повыкладываю. Я его либо расщепил на запчасти, либо где-то потерял. У меня был этот теплообменник. Теплообменный элемент у меня был. Ладно, я его сделаю, что тупить. Что у нас здесь по хозяйству? Здесь всего понемножку, да? СО2 100 молей присутствует. Вообще крутится. Ну у меня фильтры по нулям практически. Один пустой, один 0,25%. Эти крутятся. Так. Нафиг я сюда упал?
Летучее вещество, вот оно. Кислород, вот он. Между ними надо сделать теплообмен. И мне надо еще один бак, в котором будет у меня топливо. Значит, бежим, делаем топливо. Побежать сделать топливо. Трубы у меня есть. Трубы есть. Топливо надо сделать. И бак для топлива. Вот этот бак будет для топлива. Бак для топлива есть. Трубы есть, бак есть, фрейм надо поставить. И я бегаю туда-сюда, как дурачок. Он забеганный, в общем. Сильно забеганный. Надо чем-то обменять тепло. Приходит в голову две мысли. Первая мысль — это какой-то модуль теплообмена. Вторая мысль — это взять тупо кубик, заварить, опустить туда газа и сделать радиаторные змейки. Что выгоднее, не знаю пока. Посмотрим по теплообменникам, может аппаратом каким-то сделаем. Что у нас тут есть? Ну, есть теплообменник, медь и сталь. Погиб. Я так тороплюсь, как будто куда-то не успею. Погиб. Вот такой вот, да? Вернее, теплообменник. Так. У нас поспевает пшеничка. Лежит. Это мы экспериментировать продолжаем, но семена должны быть, а потом все остальное. Я даю погрешность на то, что я загрузился, в этот момент просто сработал чип. И он тупо дал ему команду собрать зерно. Чё я кручусь? Что нам надо? Нам надо вентиль, теплообменник. Насосы там есть, если что. Если что, насосы есть. Поплыли. Премии я забыл взять с собой. Ну, вот этот отклупну тогда. Раз я так забывашка. Я здесь уже дырок накопал.
Так, белый, вот этот белый. Этот у нас, я так понимаю, не белый. Да, правильно. Значит, где-то здесь, между ними, вот напротив зеленого вот сделаем. Вот этот фрейм. И где-то здесь надо поставить, собственно, сам теплообменник и бочку. Бочку. Надо дать пространства чуть больше, да? Пойдем еще где-нибудь отколупнем себе фрейм. Ну, вот этот можно отколупнуть. Я, конечно, понимаю, что это вандализм, но потом зашью. Не провалиться. Как-то так. Теперь у нас тут будет топливо. Вот эту штуку надо понять. Теплообменник. Газ. Он в одну сторону только дует, да? Получается, он противоточный. Я с таким уже пытался разбираться. Противоточный что делает? Он не обменивает жидкости, то есть он их не уравнивает. Он передает с одного в другой температуру. Это не то, что мне нужно. Мне нужна не передача. Мне нужна именно обмен. Посмотрим, что там еще у меня есть полезного. Обменник такой есть набор. Ну-ка, что здесь есть? В верных машинах. Газики, нагревы. Активной вентиляции. Ого, газотопливная центрифуга, прикольно. Есть большие теплообменники. Газ. Что это такое? Где он делается? Он на втором уровне делается. Требует инвар. Понятно. А поменьше что-нибудь есть у нас? Конвекционные радиаторы.
Есть портативный. А, это противоточный. Противоточный газ-газ. Подожди, противоточный. Это не тот, это именно конкретно противоточный. Делается с вот такого набора, но мне же другой набор. Это конкретно противоточный. Это не то. А вот этот, скорее всего, то, что я пытался поставить. Direct Heat Exchange. Equalize the temperature of the two input networks. Обмен. Это именно обмен. И это нормально, не противоточный. Значит, я ошибся. Я назвал его противоточным, а это не противоточный. Это обычный. То есть он и будет обмен создавать мне правильный. Так что я все правильно сделал. Просто ошибся и терял время. Логично. Короче говоря, то, что я называл противоточным, вот это мой обычный, это нормальный теплообменник. А противоточный, тот, который мы смотрели только что в справочнике, он именно рассчитан на то, что должен обменять температурами. То есть он с одного газа в другой передает температуру. Что тут у нас, кстати? Раз я здесь бегаю, пожалуйста, 7000 набрал. А зачем я провалился? Мне нужен как раз этот теплообменник, который я тут пытался ставить. Мы в него передадим газики. Я так понимаю, он их просто обменяет между собой. То есть, если я сделаю сейчас... Это возьму. Вот это. Не пролезу? Пролезу. Положу одну сюда. Потом я вот эту положу. Что тут у нас здесь не крутится никак, никуда. Будет вот так лежать. Низкий заряд. Да, низкий заряд, ничего страшного. Так, теперь мы этот теплообменник сверху поставим. Газ-газ. По идее, вот так. Теперь... Да, один. А второй. С один. Застрял немножко. У меня трубы закончились, да? Да. У меня закончились. Мне надо еще 4 штуки.
4 штуки надо еще буквально. Трубы нужны, анализатор давления в трубе. Потом нам понадобится чип, сокет. И мы сделаем, ну, напрограммируем там себе регулятор давления. Какую-нибудь самую простую схему на основе того, что мы будем включать его только если температура обоих газов одинаковая, давление есть. Ты сделал? А, ну да. Там 6 штук. Еще немножко. Так. Анализатор газа нужен. 2, наверное, их. Не, можно было, конечно, к бакам подключиться прямо. Но там провода не выйдут никак. Я слишком узко все поставил. Так что придется делать просто анализаторы и через них смотреть. Что мне еще нужно? В принципе, все. Вот этих вот надо было еще какое-то количество. Два анализатора. Такое сокеты. А есть? А нету. Тогда будем делать. У нас там фильтры на CO2 закончились. Надо срочно сделать, я вспомнил. А у меня что по фильтрам? У меня пока порядок. Трубный воспламенитель? Серьезно? Интересно, мне одного теплообменника хватит для эффективности или придется добавлять? Пока не знаю. Давай.
Пойдем сейчас в электропринтер. Да? Нет? Ой. В электропринтере нам надо сокет. Вернее, микропроцессор, если быть точным. Где я делал 2? Я же делал 2 CO2 фильтра. Ага, вот он второй. Сделал, молодец. Теперь сейчас пойдем дальше делать. Пшеничка выросла. Чё себе, прям ровно 50 граммов. Низкий заряд. Да, низкий заряд. Чип забыл. Чип забыл, сейчас назад придется вернется. Заряд заодно поменяю. Я смотрю, рука свободна, думаю, что такое? Как так? Как так? Вот так. Кстати, пока смотрю на него, надо не забыть. Дрельку заправил себе. И мне провалился. Кстати, вот чтобы не проваливаться, я постоянно забываю, да, об этом. Я же взял вот эти вот штуки. Взял. Нужно дотянуть их. Надо было больше брать. Да пойдет. Теперь надо вот сюда, наверное, вклиниться.
Вот, и можно это все зашить теперь. Я вечно спотыкаюсь. Ж только ради этого держал эту дырку открытой. Что это такое? Интересно, что это за вода? Это вода? Типа налита вода. Это типа дырка. Офигеть. То есть я только что воду потерял. Да? Вот то вся моя вода ушла. Ну не вся. Да, вся. Жидкость 0,01 литра. Обалдеть. Ну и что мне делать? Я теперь без воды остался. Вот она вся вылилась, и чё, как ее собрать? По идее, как-то можно? Сколько там ее? Тут вообще прям громулечка. Так, а здесь сколько? 34 моля воды. Она исчезает? Да, она исчезает. Я не успею собрать. Это я, конечно, чуданул. Нет, я отказываюсь это понимать. Как я мог воду спустить? Хорошо, она лопнула. Почему? Там превысилось давление. Почему превысилось давление? Я соединил трубу. И у меня резко превысилось давление. 4. Так, а скажи мне, пожалуйста, ты всю воду слил вообще со всей системы? Да, он слил воду со всей системы. Это, конечно, да. Я сейчас смотрю и думаю, что там за вода? Вот что там за вода такая? А там, оказывается, моя вода. Так, без паники, спокойно. Дыши. Просто дыши. Что ты можешь сделать? Блин, она... Не могу я с ней ничего сделать. И собрать.
Сделать рамки. Давай там рамку сделаю. Давай вот здесь рамку. Покатит, да? Лежит этот фрейм, никуда не денется. Зашил, зашил, зашил. Сейчас вот тут еще зашью. И попробую собрать эту воду отсюда. Она вся вода здесь. Можно было не так, можно было вот так. Так, ну по крайней мере она туда никуда не денется, не испарится. Это уже радует. Это, конечно, жесть. Просто жесть. Так, без паники, без паники. Делай то, что должен делать. Почему? Почему? Надо вентили ставить. Обязательно вентили ставить, чтобы ничего не ушло. Идем сейчас быстро. Уже случилось, уже ничего с этим я особо не сделаю. Поэтому давай, наверное, доделывай то, что делал. Да, только не падай. Так, кислород. Соединяемся. Соединился. Пошли посмотрим. Тут будет меняться. Смотрим в эту трубу 44 градуса. В эту трубу 1,5 градуса, почти 2. Количество молей тут 2000 киломолей. Тут у нас не 2000 киломолей, а 2000 молей. Здесь у нас 210 молей. Температура растет. Должна чуть-чуть падать. Да, чуть падает, чуть растет. Ну все, обмен пошел. Теперь здесь, для того, чтобы эта фигня заработала, нам надо будет анализировать состояние обоих труб. Так. Это мой сокет. Я выложу. Это здесь я сделаю
Да, я сокет прицеплю. Процессор я выложил. Где-то там на полу валяется, да? Там, где я пшеницу собирал, там он и валяется. Это вставить. Здесь подождать, пока уравняется. Здесь попытаться понять, каким образом так получилось. Каким образом это получилось. Ну и вентиль надо поставить. Есть вентили на трубу? Да. Вентиль на трубу. И у нас тут есть участок трубы с вентилем. Вот тут есть участок трубы, на который можно вентиль поставить. Есть поворот. Высокий уровень голода. Да, только не рассказывай мне, что ты жрать хочешь. Вот только не это. Но, по крайней мере, уже не сольется с системы вода в случае чего. Ах, ладно. Надо сборщик воды какой-то сделать, который втянет ее. Да понять, чем ее можно втянуть. Идем на базу. Думаем, чем втянуть воду. Ну, можно, по идее, просто вентиляцией попробовать. Хотя это навряд ли. Ну как-то же ее можно втянуть. Что такое слив жидкости? Это слив. А забрать назад? Посмотрим. Жидкости.
Я уже чувствую себя жонглером, пора уже делать что-то с этим. Так, ну давай сделаем сейчас этот слив жидкости, да посмотрим, что он из себя представляет. Может, его там можно как-то наоборот, не на слив использовать. Так, что это такое? Пассивный водосток. А если мы его поставим, раз он пассивный, и с него потянем насосом? Вот, активный водосброс. Получается, что он назад. Что он из себя представляет? Угу. Пассивный водосброс. Это водосток. Значит, это как типа, как в душе, да? Вода стекает. Ну, может, это оно и есть. Так, насос там был. Вот у меня был насос. Будем пробовать собирать. Еще надо немножко сделать труб тогда. Трубы. Жидкостная труба, но мне нужна изолированная. Я пока на паузу стану. Так, я вернулся. Будет склейка, значит, в этом месте. Там делаешь, что ты там наделал нам? Что ты нам наделал? Изолированные трубы. Угу. Ну, мне так много не надо. А вот еще один вентиль я бы себе взял. Надо будет проверить еще момент, не налетело ли мне, собственно, газов большой объем в трубу. Не могли ли они сжижиться и прилететь? Могли же, да? Там фильтр у нас. Вот эти фильтра сейчас пустые я повыкидываю с руку. Пока я тут бегаю. А все? Воды там нет? Можно было не стараться.